В роскошном доме у океана, с окнами во всю стену и видом на белый утес, Джонатан Кларк, 40-летний магнат гостиничного бизнеса, оказался пленником собственной хитрости. На первый взгляд жизнь его была безупречна: деньги, власть, престиж. Но за всем этим скрывалась тревога о том, любит ли его невеста Кристина по-настоящему или лишь его состояние. Чтобы узнать правду, Джонатан пошел на отчаянный шаг, инсценировал автомобильную аварию и притворился парализованным. Поначалу все шло так, как он ожидал. Кристина держала себя в руках, с нежностью поправляла плед, приносила ему чай, улыбалась перед слугами. Но подлинная забота редко выдерживает проверку временем. Уже через неделю ее усталость и раздражение начали проступать сквозь маску. Она тяжело вздыхала, проходя мимо кресла, отказывалась от долгих разговоров с ним и все чаще проводила часы в телефоне или за ноутбуком, жалуясь подругам, что оказалось в золотой клетке. Переломным моментом стало появление в доме сиделки. Эмма пришла не как наемный персонал, а словно как тихая гостья, которая умеет быть рядом, не нарушая чужого пространства. Она приносила в комнату запах свежей выпечки и утреннего кофе, рассказывала истории из своей прежней работы, читала Джонатану книги вслух. Главное, она никогда не смотрела на него как на обузу. В ее глазах он был человеком с прошлым, с характером, с силой, которую обстоятельства лишь на время скрыли. Постепенно контраст между двумя женщинами стал разительным. Кристина жила капризами, требовала новых платьев, вечеринок, поездок. Ее раздражало, что Джонатан больше не мог сопровождать ее на приемы. Эмма же наполняла дом теплом. Она разговаривала с ним о его детстве, слушала его планы, иногда даже спорила, заставляя его смеяться после долгих недель угрюмого молчания. Кульминация настала в тот вечер, когда Кристина, разозленная до предела, потребовала компенсацию за сломленное будущее. Она громко перечисляла: дом у океана, несколько миллионов и гарантии на дальнейшую жизнь без обузы. В этот момент Джонатан, глядя прямо в ее глаза, медленно поднялся с кресла. Ее крик оборвался. Маска заботливой невесты спала, алчность предстала во всей наготе. Наутро Кристина покинула его дом, оставив после себя лишь запах дорогих духов и следы каблуков на мраморном полу. Джонатан впервые за долгое время вдохнул полной грудью. Он не был один, рядом была Эмма. Но их история не превратилась в мгновенную романтическую сказку. Джонатан, наученный горьким опытом, не искал утешения в новой привязанности. Вместо этого он предложил Эмме нечто большее – поддержку ее мечты. Она давно хотела создать агентство помощи для пожилых и больных, где люди чувствовали бы не жалость, а уважение. Он вложил в ее проект деньги и опыт, а она – душу и честность. Их союз начался с партнерства. Они работали вместе, спорили, преодолевали трудности, смеялись над ошибками и радовались успехам. Со временем между ними выросло доверие, крепче, чем страсть, устойчивее, чем каприз. И лишь спустя годы, когда жизнь сама стерла острые углы, из этого доверия родилась любовь, тихая, зрелая, без игр и испытаний, основанная на уважении и общей мечте. Теперь, сидя на террасе того же дома у океана, Джонатан и Эмма смотрели на белый утес. Для него он был символом, напоминанием о том, что даже самые холодные камни могут хранить тепло, если рядом есть тот, кто верит в тебя без условий. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.